Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Industrial Craft 2. Сегодня я поговорю про остальные интересные механизмы из этого мода, которые могут быть полезными. Первый механизм на сегодня это у нас телепортер. Крутая штука, с помощью которой можно телепортироваться на какие-то расстояния. Естественно, для этого потребуется электроэнергия. И часто у игроков возникает проблема с тем, чтобы правильно настроить вот эти телепорты, поэтому, наверное, я это попробую сейчас продемонстрировать. То есть собрать какую-то схемку с телепортером. Нам потребуется как минимум два штуки, то есть с которым будем перемещаться, и тот, который будет принимать. Нам обязательно потребуется частотный манипулятор. Так, еще мы потом запитаем сигналом красного камня этот телепортер. Так, нам потребуется еще какой-нибудь источник. В принципе, можем взять солнечную панель из мода Advanced Solar Panels. Так, берем. Так. К сожалению, во внутреннее хранилище мы здесь не можем заглянуть. Так, здесь, по-моему, все-таки нам потребуется какое-то, да, скорее всего, соединение с эхо. Сейчас я так проверю. Но так, скорее всего, не сработает. Так, во-первых, мы их соединим. Раз, правым кликом. Два, правым кликом. Видим по сообщениям, что link established, то есть установлено соединение. Они соединены. Так, и здесь нужно еще запитать красным камнем. Можно либо как-то по кнопке это делать, например, нажимаем кнопку, он сработал, да, либо просто ему сообщить, вот так вот попробовать сигнал. Я слышу звук, как бы здесь нет у меня никаких как бы частичек, просто потому что я так графически настроил. Обычно здесь такие еще синие частички. Давайте попробуем на него встать и... Так, ничего не происходит. Возможно, нам нужно все-таки эхо соединить. Сейчас попробуем. Либо просто не хватает энергии. Такое тоже возможно. Так, давайте сейчас так подсоединю такую схему. То есть обязательно ставлю так, чтобы у меня дырка от эха, то есть вот эта дырка, она именно является как бы источником. То есть с любых других сторон эхо у нас поглощает энергию, а именно с этой оно выдает. Вот так вот ставим аккуратно. Сюда источник. Так, вот накопление пошло. Ну-ка попробуем. Не хватает, да, видимо? О, видели? Как бы, когда накопилось достаточное количество энергии, телепортация сработала. К сожалению, требуется достаточно много энергии на телепортацию. То есть, особенно если вы не сильно развитый игрок, то мне кажется, этот телепортер для вас может быть не очень эффективным средством перемещения. Вот. Чем он мне нравился, я, как правило, там строил, допустим, многоэтажные дома какие-то, да, ставил такие вот и раз мог перемещаться туда-сюда. Или даже на шопах своих ставил. Но при условии, что у вас большое количество энергии свободной, лишней. Давайте еще раз. Раз, переместились. Назад не можем, потому что здесь, во-первых, нет источника энергии, во-вторых, как бы, сигнала красного камня нет. Можно не обязательно постоянно, можно там какую-то кнопку поставить, то есть встали, нажали кнопку и переместились. Прикольно. Все, я думаю, пока достаточно. Выключаем его, все. Далее, значит, что у нас там? Катушка Теслы, да? Ну, катушка Теслы, по идее, она там вроде как мобов может убивать на каком-то расстоянии. Но, как правило, для установки на серверах эта штука запрещена, поэтому я ее рассматривать особо не буду. Она больше используется как элемент для крафтов там. Дальше сейф. Прикольная вещь на самом деле. То, что это как сундук, но к которому вы имеете лично персональный доступ. То есть, если вы поставили, открыли, все, это лично ваш сейф. Никто больше, даже из тех, кто в вашем привате присутствует на сервере, не смогут его открыть. То есть, чисто ваш персональный сундук такой. То есть, не надо заморачиваться там с доступами к сундукам. То есть, поставили такой сейф, все, это лично ваш сейф. Это чисто лично ваше. Так, дальше. Тоже крайне популярная вещь на серверах, это торговый аппарат. Значит, что мы делаем, чтобы он работал? Ну, для этого потребуется сундук. Давайте возьму сундук. Ставлю сверху. Ну, не обязательно сверху, можно с любой стороны. Главное, чтобы соединение было с сундуком. То есть, с каким-то хранилищем. Даже не обязательно сундук, просто какое-то хранилище. Ну, как правило, это сундук. Вот. Значит, что здесь можно делать? Допустим, я хочу... Вот что у меня тут есть. Материя, железо. Давайте так. Здесь выставляем какой-то
режим обмена. Например, за 2 материи 1 железо. Кладу сюда железо. Все, у меня будет продаваться за 2 материи 1 железо. Давайте проверим. Раз, кладу, ничего не происходит. Кладу 2, хоп, произошла продажа. Вот. Все. Покупатель забирает себе железо, вот, а у вас остается вот эти вот 2 единицы материи. Крутая вещь. То есть можно продавать, соответственно, вот так вот ресурсы. Причем, ну, если вы ставите у себя на шопе, как правило, вот к этим сундукам доступа игроки другие не имеют, поэтому спокойно вот так вот обмен проводится. Единственный нюанс, надо на серверах учитывать, что иногда бывает возможно совместный доступ к нему, да, то есть один игрок зашел, другой, там часто возникают конфликты. Ну, как правило, это решается либо установкой кабинок специальных, которые там закрываются, когда игрок заходит, либо на некоторых серверах все-таки администрация заморачивается и, ну, как бы прописывает код, чтобы в торговый аппарат не могло заходить более одного игрока одновременно. Вот. Но штука супер крутая. То есть это такая возможность бартера ресурсами в автоматическом режиме. То есть вы можете, конечно, вручную обмениваться, а можете такой торговый аппарат поставить и, пожалуйста. Люди будут приходить к вам на шоп и, соответственно, обменивать автоматические ресурсы. Так, дальше. Значит, есть еще вариант с энергообменом. Ну, я не знаю, как бы на серверах не встречал такого, чтобы там им пользовались. По-моему, вообще какая-то ерунда, типа просто энергообмен. Типа покупаешь энергию там, ну, мне кажется, это ерунда, как бы. Тем более в таком количестве, там, когда у всех такие мощные солнечные панели. Так, довольно полезная тоже штука, это наполнитель. Он наполняет какие-то вещи, там, крафт, ну, с помощью крафтов, там. Чаще всего я лично использовал для того, чтобы производить строительную пену. Я, наверное, сейчас попозже про нее поговорю. Вот, и, как правило, через наполнитель у нас наполняются как раз там специальные канистры и так далее. Далее, значит, насос. Очень полезная штука. Ставим там над каким-то источником воды. Можно даже продемонстрировать его работу. Я с удовольствием продемонстрирую. Возьмем сейчас ведро воды. Так, наверное, здесь я поставлю. Вот такой вот источник сделаем бесконечный. Так, дальше что ему потребуется? Ему потребуются капсулы. Вот. Так, что еще потребуется, чтобы он их наполнял? Ему потребуется... так, ну желательно сразу, наверное, сундук какой-то поставить, чтобы он туда выплевывал. То есть ему куда-то надо их класть. Сундук. Так, и... электроэнергию, только внимательно. Он принимает только 32, поэтому солнечную панель такую лучше не ставить. И, к сожалению, здесь нету слотов для того, чтобы модули установить, поэтому лучше... Давайте какую-нибудь панель такую солнечную поставим, просто обычную. Либо через трансформаторы как бы блочного типа соединять. Ну, давайте так. Может, я думаю, ему хватит, в принципе, на один заход. Или не. Что-то не получается. Ну, давайте через трансформаторы. Еще раз повторим, как это делать. Значит, берем такой трансформатор. Берем такой трансформатор. И какое-нибудь стекловолокно, например. Для соединения. Так, значит, во-первых. Неправильно. Давайте вот этот возьмем вместо этого. Это нам не нужен. Значит, вот так вот раз. Вот так вот два. Хоп. Оба. Все. И пошел процесс накачки. Посмотрим, что сейчас будет происходить. Значит, он берет эти капсулки. И все. И кладет вам готовую капсулу с водой. Наполняет водой. Это тоже очень удобно в каких-то, допустим, заводах. Про заводы вы можете у меня другие видео посмотреть. У меня там есть обзор моего огромнейшего просто завода, который там в автоматическом режиме много чего делает. И там в том числе и такой насос нужен, вот, чтобы наполнять капсулы. Вот. Так, ну ладно, хватит. Так, что у нас еще осталось? Электролизер. Ну, он там служит просто как дополнительный источник точнее, как дополнительное хранилище. Каким-то супер полезным я бы его тоже не назвал. Просто он может там заряжать типа как бы воду. И, соответственно, если у нас есть избыток, он, соответственно, воду заряжает.
в ней хранится энергия. Когда у нас потребление идет, мы, соответственно, разряжаем воду и получаем энергию. Ну, на мой взгляд, не такая уж супер полезная вещь. Достаточно какое-нибудь там эхо сконструировать, у вас там будет 10 миллионов для накопления энергии. Вот. Так, ну, пожалуй, в этом видео все.